В заповедниках Сибири обитает уникальное краснокнижное животное, миниатюрный олень, которого в древние времена люди считали злым духом, а шаманы называли вампиром, и старались заполучить в качестве трофея его клыки. Еще с давних времен, необычный внешний вид этого животного привлекал натуралистов со всего мира, и даже сейчас многие туристы готовы преодолеть сотни километров по горным тропам, чтобы увидеть это удивительное существо вживую. Встречайте! Кабарга. Кабарга – мелкая парнокопытная, представитель семейства кабарговых и похожий на миниатюрного оленя. Латинское название кабарги означает «как дающий мускус». Мускус – это ценный животный продукт, который считается уникальным средством в народной медицине, так как обладает невероятными лечебными свойствами. Основной ареал обитания кабарги распространяется от Восточной Сибири, Гималайских гор, Тибета и до Сахалина, населяя крутые вершины, поросшие хвойным лесом. Поднимается на вершины от 600 до 1500 метров над уровнем моря, а в Гималайских горах может подниматься на высоту свыше 3000 метров. Очень редко мигрирует, предпочитая оставаться на выбранном участке территории. Этот чудесный и неприхотливый олень приспособился к жизни даже в бореальных северных лесах, где температура восточно-сибирской тайги очень разная и колебается от -50 до +35 градусов Цельсия. Зверек этот очень осторожный и на глаза попадается крайне редко, ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Незнакомый с тайгой человек может годами ходить в местах, где обитает кабарга, и даже не подозревать о существовании этого животного. Длина тела кабарги достигает 1 метра, а высота в холке до 70 сантиметров, масса тела варьируется от 11 до 18 килограммов. Окрас шерсти животного темно-коричневый со светлыми пятнами на боках. Шерсть густая и длинная, но ломкая. В отличие от оленей, рожек у них нет, зато у самцов есть небольшие изогнутые клыки, которые имеют длину до 10 сантиметров, с помощью которых они атакуют соперников во время брачного периода. А вот у самок верхние клыки короткие, и за пределы верхней губы они не выступают. Клыки самцов кабарги придают облику животного угрожающий вид, но в действительности кабарга ест только растительную пищу. Питается в основном древесными лишайниками, ветками, листьями, корой деревьев, летом ест травянистые растения, а зимой хвою пихты и кедра. Собирая корм, животное может подниматься по наклонному стволу дерева или прыгать с ветки на ветку до высоты 3-4 метров. В отличие от домашних животных, дикие олени не выедают корм полностью, а стараются собирать лишайники понемногу, чтобы территория кормежки сохранялась. Мускусным оленям не приходится делить свой корм с другими животными, поэтому пропитания всегда достаточно. Задние ноги кабарги длиннее и мощнее передних, что позволяет совершать высокие и длинные прыжки. Из-за большей высоты в крестце, она имеет как бы сгорбленную фигуру, слегка напоминающую кенгуру. Кабарга очень маневренная и умеет прыгать на скаку, не сбавляя скорости и меняя направление хода на 90 градусов. Это помогает животному запутывать следы и спасаться от хищников. Главные враги кабарги — куницы, рыси, росомахи, волки, тигры и леопарды. На молодых могут охотиться крупные пернатые хищные птицы, беркуты и другие орлы. От них животное прячется в скалах, где отдыхает и ночует на труднодоступных уступах.
Успешно прятаться способствует шубка кабарги, ведь это прекрасное маскировочное одеяние, которое дала ей природа. Окраска, где на общем темно-коричневом фоне в беспорядке разбросаны слабо очерченные светло-коричневые пятна, дает возможность кабарге практически раствориться в лесу, на фоне его растущих и поваленных деревьев, среди скалистых обрывов и камней темной сибирской тайги. Все это позволяет ей оставаться незаметной при игре солнечного света и тени. Животные держатся поодиночке на индивидуальных участках площадью до 300 гектаров. Брачный период происходит в начале зимы, в это время они встречаются группами. Самцы начинают активно метить территорию своими пахучими железами и ставят до 50 меток в сутки. Дерутся очень редко, но если это случается, то соперники наносят друг другу удары клыками или передними копытами. Беременность длится более полугода. Самка приносит от 1 до 3 пятнистых детенышей, которые поначалу прячутся в укромном месте, обычно в буреломе или низкорослых кустарниках. Мать находит их там только для того, чтобы покормить. Уже через месяц они начинают употреблять подножный корм. В конце лета везде сопровождают мать, которая при опасности старается отвлечь хищника на себя. Взрослыми кабарошки становятся на следующий год. Охота на кабаргу ведется с древних времен. Если раньше большей целью было заполучить необычный череп оленя с клыками, то сейчас животное больше ценится за свою железу, которая вырабатывает мускус. В древности мускус ценился наравне с золотом, драгоценными камнями и жемчугом, считался признаком богатства и роскоши, а также дарился в знак уважения. Кабаргу истребляют где только можно, ради мускуса, который пользуется очень большим спросом в ряде восточных стран, а особенно в Японии. Чтобы насытить огромный рынок сбыта, браконьеры уничтожают больше 2500 самцов кабарги. Браконьерский промысел уже привел к тому, что в Алтае популяция находится в критическом состоянии, поэтому обитающая там сибирская кабарга была внесена в Красную книгу. На сегодняшний день разработаны технологии разведения кабарги в неволе, но сделать это оказалось совсем непросто, так как для размножения этому животному требуются особые условия. Во-первых, кабарга очень пуглива, и при появлении опасности она всегда предпочитает спасаться бегством. Если вольер недостаточно большой, животное может с разбегу удариться в ограду и получить серьезную травму головы. Во-вторых, она любит глухие темно-хвойные леса, поэтому в вольере обязательно должны присутствовать кустарники, высокие травы и шалаши из елового лапника, в которых животные могут уединиться. В еде кабарга тоже привередлива и не может жить без лишайников. Будем надеяться на то, что людям удастся создать все необходимые условия для успешного размножения и восстановить численность этих прекрасных животных. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.